Сегодня мы обсудим скандальный марафон по макияжу Даши Граф. Я буду повторять два вот таких вот макияжа с курса Даши и посмотрим, что из этого выйдет. Смотри это видео до конца, потому что я расскажу, на каких курсах вас реально научат краситься и почему курсы блогеров — это слив денег в унитаз. Привет, я Лена Егермис, я визажист и победительница более 30 конкурсов по макияжу. Я сразу скажу, что я не покупала этот курс, потому что, извините, но я нищеброд. Курс Даши стоил почти 4000, и, честно говоря, мне было жалко денег, потому что, да мне, в принципе, на любой другой курс было бы жалко денег, потому что я как бы сама уже преподаю свои курсы, и я думаю, что ничего особо нового я бы для себя на этих курсах не узнала. И если бы я только начинала путь в сфере макияжа, скорее всего, я бы купила этот курс, потому что мне интересно креативные яркие мейки. Так что сегодня без обучения, пользуясь только своими технологиями, я буду повторять мейки Даши с курса. Кстати, если вы хотите, чтобы я в дальнейшем покупала курсы у блогеров и делала на них обзоры, то поддержите мой канал лайком, подпиской и комментарием, чтобы продвинуть это видео на просторах ютуба. Чтобы я начала хоть что-то уже зарабатывать. Первый макияж будет вот такой, с необычными стрелками и зеленым нижним веком. Честно говоря, он мне очень нравится, он максимально в моем стиле, и такой макияж я бы сделала в своей реальной жизни, чтобы куда-то с ним пойти. Начинаю наносить тон, буду использовать два тональных крема. Кстати, очень клевый лайфхак. Меня бесит этот крем от Manly Pro, потому что он постоянно вот так вот вниз выливается. Это прям очень сильно раздражает. Вообще, расскажите в комментариях, кто-нибудь вообще брал курс от Даши, как у вас впечатление, понравился вам курс или нет. Чтобы вы понимали, я не какой-то там хейтер, и к Даше я отношусь хорошо. Мы с ней очень разные по вайбу, я не знаю, хотела бы я с ней там дружить и как-то близко общаться, ну кто знает. Но мне нравятся ее мейки, она их действительно делает круто, и я это говорю как визажист. Конечно, от ее курса я не ожидала какого-то провала и скандала, и мне прям очень удивительно, потому что она сама обсирала другие курсы, и я ожидала, что она сделает какую-то конфетку, что она сделает максимально крутой какой-то проект. Судя по видео на ютубе, следующим этапом Даша всегда делает бейкинг. Честно говоря, я не делаю бейкинг, я не особо понимаю, зачем это надо, но припудрить, чтобы в морщинках тон не скатался, я считаю, что нужно обязательно. И я припудриваю очень немного, очень точечно, пока что в тех местах, которые наиболее уязвимы. Вот лоб, например, мой с морщинами. Дальше перехожу к контурингу. Для контуринга я использую две палетки, они у меня вот так вот вместе лежат. Это мой любимый скульптор, по-моему, это бренд N1, оттенок 07, цвет идеальной тени, то есть он не желтый, не оранжевый, не коричневый. И я вместе с ним зачерпываю вот эту вот штуку. Это Folly Fire Euphoria Illumination Blush. И сейчас это мои два фаворита, я их использую вместе, прям кисточкой вот так вот намешиваю и наношу на скулы. Также я наношу на нос и наношу на нижнюю челюсть, чтобы выделить лицо. У Даши на фотографии румянец. Честно говоря, я не очень люблю, как на мне смотрятся румяна, и вообще не люблю румяна. Я за такую мертвенную бледность. У меня есть очень легкие минеральные румяна от Eco Make, буду наносить их. Они такие легкие, рассыпчатые, кирпичного цвета. Я думаю, они хорошо впишутся в этот мейк. Для тех, кто смотрел курс, возможно, я делаю что-то не так, как рассказывает Даша, но извините. У каждого мейкапера свои техники, и если я делаю что-то по-другому, если я наношу что-то по-другому, это не значит, что я делаю что-то неправильно. В макияже вообще практически нет правил, но они есть, но их просто минимум, потому что любой макияж зависит от типа лица, от типа внешности, от предпочтений самого человека. И вообще работа с лицом, с контурингом — это очень индивидуально, потому что у всех абсолютно разное лицо. Теперь переходим к макияжу глаз. Что я, собственно, вижу у Даши. У нее вот здесь вот такая черная стрелка, которая уходит дальше в растушевку. Шиммерные тени на верхнем веке. И здесь обычная стрелочка, которая вот так вот уголком идет наверх. Я думаю начать этот макияж, как ни странно, с нижнего зеленого века. У меня как раз есть вот такая офигенная палетка, которая идеально подойдет. Здесь есть вот такой зеленый красивый шиммерный оттенок, и я думаю, что такой цвет будет максимально в точку. Я решила нанести сначала на нижнее веко подложку, потому что, ну, я уже не молода, у меня там всякие морщинки, и надо это все спрятать, чтобы тени в этих местах не скатались. Я буду использовать вот такие жидкие тени от Lottie London. Они такого зеленого мятного цвета. Честно говоря, купила их недавно, и я уже в полном восторге. Покрываю ими все нижнее веко. Но самое дебильное, что перед съемкой этого видео я поняла, что у меня практически все кисти грязные, и теперь приходится
пытаться сделать этот макияж тем, что как бы осталось. Да, я забыла про консилер, тоже мне визажист. Но уже как бы консилер наносить поздно, потому что я уже нанесла пудру и сухие текстуры. В принципе, без консилера все это выглядит нормально. Дальше я возьму тени с Алика и темно-зеленым закреплю вот это веко, а потом уже буду добавлять туда красивые тени. Теперь уже беру вот этот красивый зеленый оттенок и дублирую его на нижнее веко. У Даши на фотке более мятный цвет, но, честно говоря, мне больше нравится, что получается сейчас у меня. Между прочим, могли бы мне и лайк поставить под это видео, потому что я тут как бы стараюсь, бесплатно вам повторяю 2 макияжа с марафона за 4000. Так что буду очень рада вашей поддержке. У Даши там такой зеленый с блеском хайлайтер, у меня есть 2 хайлайтера подобного оттенка, которые подойдут. Kat Von D, который такой более голографический, и Shelby Makeup, который больше с блестками. Беру кисточку для хайлайтера и такими движениями наношу. Также она добавила хайлайтер вот сюда на переносицу. Я так делаю редко, но в этом макияже попробую. Также можно нанести немного хайлайтера на кончик носа. Я наношу его над верхней губой и на подбородок. Ну и под бровь. Кто-то любит наносить под бровь, кто-то не очень. Я обычно делаю прям совсем немножко. Также во внутренний уголок глаза я тоже хочу добавить чуть больше свечения, поэтому маленькой кисточкой наношу хайлайтер и туда. И теперь переходим к вот этой вот голографической мощи. О, какая красота! Раз уж я сделала хайлайтер на переносице, то сделаю на ней максимальный акцент в этом макияже, чтобы прямо из космоса было видно, где у меня нос начинается. Ну вот сейчас что-то подобное, и теперь приступаем к стрелкам. Блин, самое обидное, что я сейчас делаю этот макияж, и я сегодня никуда не иду, как назло. А он такой красивый, прям жалко его идти и смывать. Чтобы сделать стрелку во внутреннем уголке глаза, которая будет в эту сторону растушевываться, можно воспользоваться карандашом. Я воспользуюсь помадой, потому что я не нашла свой карандаш. Даша говорила, что она вообще не использует подложки и не видит в них смысла. А я тут уже 2-ю подложку себе на веко наношу. Можно прожить и без подложек. Честно говоря, я сама долгое время без них жила. И до этого я спокойно красилась, цвета были яркие, и все было отлично. Теперь дублирую это все черными тенями от Colourpop. Да, они у меня как у бомжихи. Действительно, я очень огорчена, то, что курс оказался скандальным, что не были выданы призы. Типа, что поддержка не отвечала на курсы, в курсе было очень мало информации. Тем временем я буду прорисовывать подводкой вот эту вот часть и уводить вот этот внутренний уголок. Я нарисовала стрелочку, да, у меня стрелочка идет по-другому, потому что мне не совсем идет, когда стрелка идет прям вверх, как у Даши. И любой макияж, который вы даже хотите повторить, вам необходимо перестроить под свое лицо, потому что у кого-то веко нависшее, у кого-то веко открытое. Ну и плюс я не люблю мельчить, я не люблю тонкие стрелки, мне нравится, когда макияж выглядит вот так вот помощнее. Вот так это все выглядит сейчас, и теперь я наношу шиммерные тени на верхнее веко. Наношу их на подвижное веко. Да, я из тех людей, кто все еще пользуется вот такими штучками, потому что у меня длинные ногти, и мне не очень удобно вот так вот пальчиком наносить на верхнее веко блестки. Я накрасила 2-й глаз, и осталось провести вот эту верхнюю стрелочку. То она идет вот так. Блин, как назло, у меня еще подводка кончается. На этой фотке брови у нее графичные, значит, тоже буду рисовать себе графичные брови. Хотя не графичные брови из моих 3 волосин, мне кажется, никогда не выйдут. Уже даже не помню, каково это рисовать себе не синие брови. Дальше идут губы, и у нас тут с Дашей вообще абсолютно разная история. Потому что у нее большие накачанные губы, а у меня вот то, что есть, еще и со шрамом. По оттенку я взяла вот такой убитый карандаш от Colourpop. Кстати, карандаши от Colourpop для губ просто фантастические. Это, наверное, мои самые любимые карандаши. Еще по цвету этот карандаш просто офигенный. И мне кажется, такой более спокойный коричневатый цвет намного больше подойдет к таким вот темно-зеленым глазам, которые у меня есть сейчас. Ну что, пора оценивать макияж?
Приступаю ко второму макияжу, он мне нравится чуть меньше, хотя тоже подходит мне по цветовой гамме. Кстати, на моем канале есть много интересных роликов про макияж, окрашивание волос и кастом одежды. Если ты хочешь выглядеть ярко и стильно, то мои видео для тебя будут очень полезны. Жду в гости на своем канале. Я уже нанесла тон, контуринг и всю фигню, поэтому сейчас сразу приступаем к глазам. Я просто задолбалась искать фотки с этим мейком, потому что у Даши я помню, что они были в сторис, но теперь их нет вообще нигде. Я плохо понимаю, какой там вообще макияж, так что придется подключить свои экстрасенсорные способности. Поиск макияжа по фото. Для начала покрываю века матовой белой помадой от Jeffree Star, чтобы цвета выглядели ярче. Голубыми тенями от Colourpop буду прорисовывать вот эту вот верхнюю стрелочку. И теперь более светлым оттенком тушую все это наверх. Теперь ватной палочкой, смоченной мицеллярной водой, я буду делать границу более четкой, буду как бы отрезать. Не особо поняла, почему все засрали Дашин лайфхак про скотч, потому что это реально нормальная тема. Особенно, чтобы тени не сыпались вниз и граница была ровная. Я сама иногда так делаю, но, честно говоря, не часто. Так что лайк за скотч и за кису. Главное изначально одинаково расположить этот скотч, чтобы потом стрелки не были в разные стороны, потому что это уже точно не исправишь. Теперь белыми тенями прокрашиваю подвижное веко. С этим макияжем я сегодня пойду на концерт, так что в моих интересах сделать его максимально хорошо. Если вы совсем перфекционист, как я, то можно вот эту вот линию провести еще тонкой кисточкой, чтобы граница была прям максимально ровная. Добавляю следующий цвет, это будет бирюзово-мятный, и он растушеван вот от этой стрелки вот так вот вниз. Теперь таким огненно-красно-оранжевым оттенком прорисовываю нижнее веко и вот эту вот часть. И последний цвет будет желтый в уголке глаза. Прям хорошенько его припечатываю, потому что желтый пигмент достаточно сложный. В принципе, макияж получается красивый, но я сегодня прям не очень хотела делать что-то яркое. Сегодня проснулась и решила стать готкой, но не вышло. И осталось нарисовать вроде бы как обычную стрелку черную моей засохшей подводкой. Я так подозреваю, что нижняя слизистая у нее проработана оранжевым карандашом, поэтому оранжевым каялом прорисую как раз вот эту часть. Осталось нанести хайлайтер. Я не особо поняла, какой у нее хайлайтер в этом макияже, но вроде какой-то такой обычный, естественный, поэтому я тоже такой возьму. Такой он слегка жемчужный. И последнее, что осталось, это губы, и тут просто катастрофа, потому что там как раз-таки блеск для губ, который я ненавижу. Сначала прорисую форму карандашом. Я вообще абсолютно не понимаю людей, которые любят блески, потому что, мне кажется, это вообще неудобно. Губы максимально нестойкие, к ним липнут волосы, всякая фигня. Но раз на картинке так, то придется делать блеск. Я беру масло для губ от Elian. Как вам макияжи? Какой из них понравился больше? У меня не было цели как-то сделать лучше, чем Даша, как-то ее переплюнуть. Я просто решила повторить эти макияжи и показать, как бы это сделала я. Что я думаю о курсах блогеров? Есть смысл брать такие курсы, если вы уже нормально шарите за макияж и вы просто хотите узнать какие-то новые фишечки и техники. Я сама брала такие онлайн-курсы, например, я покупала курс у Поли Джо, чтобы научиться делать такие вытянутые лисьи секси глазки, потому что я так делать сама не умела. Но если вы новичок и хотите научиться макияжу для себя, то курсы от блогеров вам не помогут. И вы зря сольете деньги, потому что вы просто не сможете освоить базу. Самый лучший вариант научиться краситься — это пойти на офлайн курс к профессиональному визажисту, который поставит вам руку, научит рисовать стрелки для вашей формы глаз и объяснит, как правильно контурировать конкретно ваше лицо. Или самим очень много и очень долго практиковаться. Есть блогеры, которые охеренно красятся, ну, например, я. Спасибо. Но блогеры не работают с людьми как визажисты, и у них нет опыта создания
нанесения макияжа на разных лицах. Да, Даша обосралась со своим марафоном, но я не вижу смысла поливать дерьмом человека, который берет какие-то материалы из интернета для своего курса. По-моему, это очевидно, что блогер не даст вам исчерпывающей и хорошей информации о том, в чем он до конца не шарит и в чем он не имеет опыта. Это как если бы она сделала курс по ядерной физике. Если вы не очень можете в макияж, то я советую вам идти на курсы к профессиональному визажисту. Но если вы уже что-то имеете и что-то шарите, то вы можете спокойно взять курсы у какого-то из блогеров, только будьте уверены в его компетенции. В отличие от Дашиного марафона, на моем канале очень много полезных видео о макияже, уходе за собой и стиле. Так что переходи на любой из этих роликов, я уверена, что он тебе понравится. И не забудь написать в комментариях, чей макияж вам понравился больше.